Врачи жестоко вышвыривают старика из больницы за то, что он не в состоянии оплатить счет. Несколько недель спустя они узнают, кто это был, и рыдают, стоя на коленях. Патрик, пожилой мужчина, лежал на больничной койке, окруженный характерными звуками мониторов и приглушенными разговорами в коридорах. Он был госпитализирован в больницу Святого Винсента, известную частную клинику для лечения сердечной недостаточности. Мужчина пролежал в больнице больше недели, и медицинские счета накапливались с такой скоростью, что в больнице это вызвало беспокойство. Цифры были за пределами зоны комфорта администрации. 3 врача — Стэнли, Саманта и Эдвард, которые вели дело старика, после долгого разговора вошли в палату, где он находился, с серьезными и холодными выражениями лиц. «Мистер Патрик, к сожалению, ваш срок истекает. Мы до сих пор не получили платеж, о котором вы говорили», — пожаловался доктор Стэнли. Морщинистое лицо старика выражало беспокойство. Его губы дрожали, прежде чем он ответил. «Я понимаю, правда понимаю. Но я уже говорил вам, что мой сын оплатит мое лечение. Он позаботится об этом. Он немного занят на работе, но обязательно приедет». Доктор Саманта, наименее терпеливая из всей троицы, скрестила руки на груди, сказав: «Мистер Патрик, мы понимаем, что могут возникнуть сложные ситуации, но больница — это бизнес, и другие пациенты тоже нуждаются в лечении. Вы остаетесь здесь, на месте того, кто действительно может заплатить. Я просто прошу еще немного времени», — умолял старик. «Всего 1 неделю. Я уверен, что к тому времени мой сын во всем разберется». Врачи обменялись скептическими взглядами. Наконец, доктор Эдвард, который до этого момента хранил молчание, сказал: «Давайте поступим так, сэр. Мы дадим вам дополнительную неделю. Если оплата не будет произведена к тому времени, нам придется принять решительные меры. Хорошо?» Патрик согласился, испытывая смесь облегчения и страха. Врачи вышли из палаты, на их лицах все еще было написано сомнение и досада. Каждый их шаг был обречен на провал, поскольку они могли бы получить очень высокие комиссионные, если бы этот человек не задержал оплату. С другой стороны, у старика на больничной койке поселилась тоска. Он остался наедине со своими мыслями и надеждами на то, что все как-нибудь разрешится. Следующая неделя должна была стать одной из самых долгих в его жизни. Врачи были очень расстроены, потому что Патрик поступил в больницу ровно за неделю до их напряженного разговора. В тот день он приехал один, у него немного кружилась голова, он чувствовал боль в груди. На нем была старая одежда, а в руках он держал старую потрепанную сумку. Его внешний вид сразу же вызвал беспокойство у персонала регистратуры и окружающих врачей. «Вы уверены, что хотите помочь этому пожилому человеку?» — прошептала медсестра доктору Стэнли. «Он, кажется, не совсем типичный пациент для нашей больницы». Мужчина посмотрел на пожилого человека, а затем на табличку с названием больницы, вспомнив о репутации, которую должно поддерживать учреждение. «Это сложно, но мы не можем просто игнорировать это. Представьте, если об этом узнают СМИ. Для нас это будет выглядеть очень плохо», — ответил Стэнли. Так, Патрик поступил на лечение от сердечной недостаточности. С самого начала он всегда повторял одну и ту же историю. «Мой сын оплатит мое лечение. У него хорошая работа». 3 врачей, лечивших старика, больше не могли этого выносить. Шли дни, и их терпение начало истощаться. «Мы должны вытащить этого старика оттуда. Мы теряем деньги из-за того, что он остается», — сказал доктор Эдвард на частной встрече с 2 другими коллегами. Доктор Саманта закатила глаза и сказала: «Посмотрите на него, он просто дурачит нас». Именно в этот момент доктору Стэнли пришла в голову идея провести небольшое расследование по Патрику. Что-то в этой истории не сходится.
Как так получилось, что у него богатый сын, но никто не появляется здесь всю неделю? Он достал планшет и начал вводить данные Патрика. После нескольких минут поиска в открытых источниках и социальных сетях информация стала ясна, как божий день. Этот джентльмен никогда не был женат. У него не было детей. «Этот старый ублюдок, он лжет нам», — воскликнул доктор, швыряя прибор на стол с выражением негодования и чувства предательства. Остальные врачи переглянулись теперь уже с неловкой уверенностью на лицах. Солнце едва успело взойти, когда трое врачей с холодными лицами вошли в палату к старику. Патрик, который до этого момента сохранял невинную беззаботную улыбку, почувствовал заметную перемену в атмосфере. Он попытался поздороваться, но был немедленно прерван. «Патрик, у вас есть один день, чтобы оплатить все лечение, которое вы здесь получили. В противном случае нам придется позвонить в полицию и заявить на вас за мошенничество», объявил доктор Стэнли, глядя в глаза бедняги. Лицо Патрика побледнело. Его глаза наполнились слезами от растерянности и страха. «Но я не лгу, друзья мои. У меня есть сын. Он заплатит. Я обещаю». Его речь была медленной, а выражение лица несколько растерянным, что еще больше затрудняло распознавание его искренности. Трое врачей покинули палату, оставив после себя тяжелое молчание. Они даже не хотели знать, что собирается делать старик. Они просто хотели посмотреть, получит ли он деньги. Наступил следующий день, и, как и ожидалось, никаких выплат не последовало. У них троих уже не было сил терпеть. Они просто вызвали больничную охрану, которая вошла в палату к Патрику и с профессиональной холодностью схватила его за руки. Пожилого мужчину протащили по коридорам. Его крики отдавались болезненным эхом, которое проникало в палаты. У медицинского персонала и пациентов, которые были свидетелями этой сцены, была неоднозначная реакция. Некоторые сочли это абсурдным, в то время как другие согласились с этим поступком. В конце концов, больница Святого Винсента была учреждением для людей с высокими финансовыми стандартами, а правило есть правило. Двери открылись, и старика буквально вышвырнули из больницы. «Это больница, а не благотворительный фонд», — пробормотал доктор Эдвард, наблюдая, как мужчина съежился снаружи. «Он получил по заслугам. Мы не можем позволить себе держать здесь лжецов», — добавил доктор. Через неделю после инцидента в больнице началась череда неприятностей. Сначала поступил срочный звонок из отдела снабжения. Главный поставщик внезапно прекратил поставки антибиотиков, жизненно необходимых для лечения широкого спектра инфекций. «Это невозможно!» — воскликнула менеджер, сверяясь с таблицами на своем компьютере. «Мы соблюдаем все условия контракта с точки зрения обслуживания, не так ли?» Однако всего через несколько часов поступил еще один звонок, на этот раз из Министерства здравоохранения. Регулирующий орган сообщил им, что больница больше не имеет необходимой сертификации для проведения трансплантации органов. Это была одна из самых прибыльных и необходимых услуг, которые они предлагали. Кроме того, предстояла проверка счетов больницы, основанная на некоторых финансовых несоответствиях, которые они отказались разъяснить по телефону. Руководство больницы, несколько дней наблюдавшее за тем, как рушится их бизнес, созвало экстренное совещание, на которое были приглашены представители всех отделений и, конечно же, врачи и другой персонал. В конференц-зале царило напряжение, смешанное с замешательством, гневом и явным страхом. «Спасибо всем вам за то, что пришли так быстро», — начал Джордж, генеральный директор. «Что ж, перейду сразу к делу. Вы все знаете о постигшей нас катастрофе, верно? Но я хочу сказать вам, что мы выяснили, что случилось с нашими поставщиками и почему мы тонем». Все сидели на краешках кресел, не сводя глаз с мужчины, словно пытаясь прочесть ответ на его лице, прежде чем он его произнесет.
Затем он продолжил. «Мы получили сообщение от наших поставщиков, а также от Министерства здравоохранения. Единственное, что нам нужно, чтобы вернуться к нормальной жизни, это уволить врачей. Стэнли, Эдварда и Саманту». Он закончил, глядя прямо на врачей, о которых шла речь. Все трое уставились на него, не веря своим ушам. Прежде чем они успели задать еще один вопрос или хотя бы полностью обработать информацию, Джордж продолжил. «Чтобы было понятно, мы говорим не просто о рекомендации. Мы говорим о контрактном условии, которое было введено в действие из-за нашей неспособности соблюдать этические нормы и стандарты ухода за пациентами. И все это было связано с инцидентом с участием мистера Патрика Гонсалеса». В комнате воцарилась оглушительная тишина. В момент жестокой ясности врачи, о которых шла речь, осознали, что их действия имели последствия, намного превосходящие то, что они могли себе представить. Они подвели не только одного пациента. Это была сама больница, их коллеги и, в более широком смысле, все сообщество, которому они служили. У вас есть время до конца рабочего дня, чтобы очистить свои столы и сдать документы. Отдел кадров предоставит вам все необходимые детали, заключил генеральный директор, завершая встречу и, по сути, карьеру трех. Стэнли, Эдвард и Саманта были ошеломлены, пытаясь осмыслить слова этого человека. «Подождите, что случилось? Почему? Что мы сделали не так?» — воскликнул доктор Стэнли дрожащим голосом. Джордж строго посмотрел на них и сказал, что они выгнали Патрика Гонсалеса из больницы, что его сын был в ярости, и потребовал, чтобы администрация уволила их. В противном случае он использует свое влияние, чтобы закрыть больницу. Дрожь пробежала по телам трех докторов. «Значит, это правда, что у него был сын», — пробормотала Саманта, чувствуя, как внутри у нее все сжимается. «Кто, черт возьми, был этот старик? Он выглядел как никто, и мы о нем узнавали. У него даже не было сына», — растерянно и испуганно сказал Эдвард. Генеральный директор вздохнул, и только тогда правда выплыла наружу. Оказывается, что Патрик Гонсалес усыновил ребенка и воспитывал его один. Он никогда не регистрировал мальчика, и поэтому его назвали Марио Коллинз, как и его мать, которая родила его совсем юной и не имела возможности его растить. И именно поэтому у сына нет фамилии Патрика. Марио вырос и стал очень успешным предпринимателем в сфере производства автомобилей класса люкс. Глаза доктора расширились, поскольку они, очевидно, уже знали о славе его автомобильной промышленности. По мере того, как история развивалась, они приходили в еще больший ужас. Далее мужчина объяснил, что Патрик начал страдать от умственной отсталости из-за своего возраста. Марио уехал в командировку и оставил своего отца с сиделкой. Однако в определенный момент, когда она вышла по каким-то делам и оставила его одного в гостиной особняка, у старика случился рецидив, и он ушел из дома. У него начались боли в груди, и он упал прямо перед входом в больницу. Врачи не могли не принять его, но им нужна была оплата. Старик пролежал в больнице неделю. Персонал не знал, откуда он и кому позвонить, поскольку старик пришел без каких-либо документов и ничего не мог вспомнить. Он продолжал говорить, что его сын оплатит счета, потому что знал, что Марио появится, но никто ему не поверил и не дал шанса. Сиделка была в ужасе, когда поняла, что Патрик пропал, и немедленно позвонила своему сыну. Он нанял поисковую группу, и после того, как врачи нелепо и жестоко вышвырнули его на улицу, он бродил по улицам, и спасательная команда, наконец, нашла его. Когда Марио узнал, что случилось с его отцом, он пришел в ярость. Он потребовал, чтобы 3 врачей уволили. Если больница не согласится, у него есть возможность сокращать поставки. В комнате повисла тяжелая тишина. Врачи были потрясены,
Они смотрели друг на друга, а затем на генерального директора, как будто ожидали, что он скажет, что все это была плохая шутка. Но выражение его лица не оставляло места для сомнений. «У вас есть время до конца рабочего дня, чтобы освободить свои рабочие места и сдать свои документы», заключил Джордж, заканчивая разговор. Они закричали, моля о пощаде. «Нет, мистер Джордж, пожалуйста, вы не можете нас уволить. Эта работа — наша жизнь». «Вы позорите нашу профессию, закричал Джордж. «Ни с кем, абсолютно ни с кем нельзя обращаться так, как вы поступили с мистером Патриком. Медицина — это гуманитарная область, и ваши действия противоречат всем этическим и моральным принципам этой профессии». После этого троица забрала свои вещи и вышла из больницы. Каждый шаг был унижением, каждый взгляд — осуждением. Однако худшее было еще впереди, когда двери открылись. В этот момент Марио и Патрик ждали снаружи. На лице бизнесмена застыло выражение сдерживаемой ярости. Он посмотрел на 3 бессердечных врачей и сказал: «Вы недостойны называться врачами. То, что вы сделали с моим отцом, непростительно. Я надеюсь, вы запомните это на всю оставшуюся жизнь». У них не было слов, только опущенные головы и тяжелые от чувства вины сердца. Они ушли, каждый погруженный в свой собственный мир стыда и сожалений. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.